ребята, ну чайными пакетиками сыт не будешь. Вальс на выпускном мы так и не станцевали. И шел 7-й час записи этого видео. Это просто трэш. Я не писала ЗНО. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И это мое первое видео здесь. Я хочу вам рассказать про мою жизнь в Италии, что я здесь делаю, чем я здесь занимаюсь, где я учусь. Все вы знаете на этом канале. Я думаю, что нужно начать со знакомства. Меня зовут Аня, и мне 17, почти уже 18 лет. Еще как только я начала записывать это видео, мои любимые соседи сверху начали играть на бас-гитаре. Нет, ну они, конечно, классные, знаете, они там любят играть то на гитаре, то на барабанах. Хорошие соседи, я считаю, ну то есть не шумные, да-да-да, проблем не доставляют. И я жила в Украине все свои 17 лет. Я из Харькова, я 11 лет ходила в Харьковскую гимназию. Всем харьковским большой привет. И даже всем моим одноклассникам, которые смотрят это видео, огроменный привет. Надеюсь, у вас все хорошо. Я думаю, вся эта история с переездом началась как раз тогда, в 11 классе. Переезд в Италию, вообще переезд куда-либо, это далеко не одна неделя. Это сбор документов, это вообще сбор всех вещей. То есть это занимает определенное количество времени. Я знала об этом где-то в тот момент, когда училась уже в 11 классе. Это был непростой период, потому что я не знала, попаду ли я на экзамен, не попаду. Если я уеду раньше, чем будет экзамен, как я вернусь в Украину, или мне остаться в Украине и пожить одной в Харькове. Я была в шоке от количества проблем и вопросов, которые на меня свалилось. Ну, не только на меня, но в целом. Выпускной, ребята, это вообще отдельная тема. Об этом я хочу поговорить даже побольше. Те, кто из стран СНГ, знают, что выпускной всегда отмечается на широкую ногу. Особенно, если это какая-то гимназия, как у меня. Это обязательно аренда огромного, большого, красивого зала, где-нибудь в театре, или, как в нашем случае было, в филармонии. Это обязательно вальс, танцы, представления, песни, подарки учителям, подарки родителям. То есть это вот прям целое шоу должно было быть. И я также не знала, попаду ли я на выпускной, не попаду. Нужно ли покупать платье, нужно ли бронировать визажистов, парикмахеров, ну потому что достаточно серьезное мероприятие, нужно выглядеть было соответственно. Я вот так вот думала, мешкалась, и разобрали всех мальчиков для вальса. У меня было два варианта: либо идти танцевать в гордом одиночестве, либо идти и искать кого-то помладше. Странно звучит. Идти искать мальчиков 10-х или с 9 классов. И вот представьте, обычный день. 9 класс собирает вещи, уже собирается выходить из кабинета. Захожу я, подхожу к мальчику, которого, ну, ей-богу, ну вообще, практически не знаю. Ну, просто, знаете, вот видела в школе, он ходил туда-сюда, я просто его знаю его в лицо, а вот так вот никогда не знакомилась. Я подхожу, он выше на меня, у меня где-то на 2 головы. Я подхожу и говорю: можно тебя попросить, пожалуйста, ты можешь стать, пожалуйста, партнером для моего выпускного танца? Все в шоке. Я в шоке, он в шоке, весь класс в шоке. Мой, его класс, да неважно. И он, я не знаю, он согласился. Вот если ты когда-нибудь посмотришь это видео, ну просто огромное спасибо. Серьезно. Вот ты спас мне жизнь. Я не знаю, либо ты просто увидел все отчаяние в моих глазах, либо ты просто очень хороший мальчик, но вот спасибо. И вот все уже улажено. Вальс на выпускном мы так и не станцевали. Уже и партнер есть, и мы уже готовимся. Проходит Новый год, наступает январь, февраль, март. Тут начинаются какие-то странные новости про какой-то вирус, про какую-то чуму в Китае, какие-то мемчики. И тут я помню, что я сажусь уже в транспорт ехать домой, и я вижу сообщение, и наша классная руководительница пишет о том, что: ребята, мы садимся на карантин, 2 недели вы будете на дистанционном обучении. Для 11-классников это было как: вы можете быть свободны. Ну, вот серьезно, ребят. Ну, если быть честным, все обрадовались сначала.
Ребята, если вы смотрите, ну скажите, ну вы же обрадовались сначала, верно? Так думали мы тогда, еще глупенькие. Но мы обрадовались. Ну а почему нет? То есть, получается, в школу ходить не надо, уроков меньше. Вот первые 2 недели все были в полном раже. Все такие, классно, тусим. Потом прошла неделя, вторая, третья, месяц, и все такие типа, а что дальше? А как жить? Ну, как теперь? Как теперь живем? Вот так вот и живем. В один прекрасный, не такой же, но прекрасный день приходит сообщение о том, что, ребят, выпускного не будет. Нет, вы просто вслушайтесь. Выпускного не будет. Что значит девушке, 11-классники, сказать, что выпускного не будет? Нет, ну вы, конечно, можете подумать, что мы, вот 11-классники выпуска 2020, делаем из этого большую проблему. Но у вас, я уверена, был выпускной, а вот у нас нету. И вот как жить с чувством то, что прошлого класса был, у класса до них был выпускной, у моих родителей, бабушек, дедушек, всех старших знакомых, дядь, тёть, нет. У меня выпускного не было. Ни официальной, ни неофициальной, то есть вообще никакой. Мы не можем ничего сделать, документы не приходят, а мы просто читаем новости. В Италии хаос, куча смертей, кучу случаев заболевания коронавирусом. Вот единственное, за что я благодарна ковиду, это за указ о том, что если ты не поступаешь в украинский вуз, то ты можешь не сдавать ЗНО. Я не писала ЗНО. Горжусь ли я этим? Определенно. Экзамены — это зло. Началось лето, количество зараженных коронавирусом уменьшилось в Италии, и мы как раз смогли полететь. Я поделила бы на багаж на 2 категории: долгосрочный и краткосрочный. Наверное, только я сделала такие категории. Сейчас расскажу, что это вообще такое. Долгосрочный багаж — это вся та техника, возможно, мебель, какие-то декорации, какие-то украшения для дома, личные вещи, зимние вещи. Они были довольно-таки большие, громоздкие. Их упаковали в коробку, их отвезли в контейнер, и вот в 3 месяца их перевозили с Украины в Италию. Соответственно, краткосрочный багаж — это то, что нам нужно было за эти 3 месяца. То есть это минимальный набор вещей, которые нам нужно было на 3 месяца. То есть это одежда, какие-то ванные принадлежности, минимальный набор там, ручек, карандашей. Не буду делать весь список. Я вот, честно говоря, не помню, сколько у нас было чемоданов, но я помню, что это были вот такие вот огромные чемоданы. И каждому человеку нужно было не более 25 килограмм, но я помню, что у нас был небольшой перевес. Но, боже мой, ну как мы их собирали? Я вам серьезно говорю, упаковывание чемоданов и багажа — это вообще отдельный вид искусства. И наше путешествие было таким довольно непростым. С Харькова самолетов не было, и поэтому нам пришлось ехать сначала в Киев, с Киева в Франкфурт, а с Франкфурта уже сюда, в Болонью. Я благодарна аэропорту Болоньи за то, что на 1-м этаже, в этаже, когда ты выходишь из аэропорта, у них есть Carrefour. Кто не знает, Carrefour — это сеть супермаркетов, довольно популярная в Европе. И благодаря, вот мы зашли и купили что-то, какой-то базовый пакет, там хлебушка, бакалею какой-нибудь, там пасты, каких-то консервов, не знаю, каких-то овощей на первое время, потому что нам нужно было сидеть на самоизоляции следующие 2 недели. У нас дома ничего не было, в квартире, в которую мы приехали. Были только чайные пакетики. Но, ребята, чайными пакетиками сыт не будешь, это правильно. Эти вот 2 недели были довольно грустные. Первое, что я запомнила точно, это то, что я не успела на вручение аттестатов. Вручение аттестатов было 13 числа, 13 июля. Я уехала 12 июля. Мне не хватило 1 день, но я закончила школу. Я закончила школу с серебряной медалью. Я не знаю, где мне это поможет в жизни, но я определенно горжусь собой за 11 лет усердного труда, кровью, потом и слезами. Вот.
В квартире, на которой мы жили, не было таких окон, как у меня, например, здесь обычных. Мы жили над крышей, и наши окна находились на потолке. Да, то есть они открывались, закрывались, тоже жалюзи, открывались, закрывались. Но все, что мы видели, это большое бескрайнее небо. Мы могли только слышать. А слышали мы, как люди веселились. Особенно вечером, ребята, Болонья — это же город студентов. И летом, когда еще не было столько запретов по коронавирусу, еще были открыты бары допоздна, студенты часто засиживались в пятницу вечером или на выходных. Ну вот и пели там час ночи, 3 ночи. Замечательно поют, и они любят попеть, любят поиграть в музыкальных инструментах, как мои любимые соседи. А мы не могли выйти, да. Но зато за это время, я думаю, мы немножко подтянули свой словарный запас. Сейчас объясню. Когда мы приехали, мы не знали, наверное, 99,9% слов. Я серьезно говорю. Потому что все, что мы знали, это бонжорно, чао, какие-то заимствованные слова по типу рукола, рикотта, пармиджано. Вот и все, как бы словарный запас. Вот только что озвучила словарный запас полгода назад. Мы смотрели много кулинарных шоу с Бенедеттой. Я думаю, возможно, кто-то из вас видел ее на Ютубе или в Фейсбуке. Она сейчас довольно популярная. И она делает много классных, интересных рецептов и достаточно четко произносит, что она делает. И поэтому мы даже выучили пару новых слов, начали так пассивно, но изучать все-таки итальянский. Я помню, как мы вышли вот в первый раз, когда уже легали, после 2 недель. Я помню, что я была рада увидеть. Я была рада видеть не только вот итальянцев, вообще любых живых людей на самом деле. Вот эта вся атмосфера. Кто-то сидит, пьет кофе, кто-то обедает в кафе. Едут люди на велосипедах, кто-то поет песни. Это настолько странно, когда люди поют. Я иду, например, прогуливаюсь, и едет мужчина или женщина, и они во весь голос поют. То есть они не стесняются, они не обращают ни на кого внимания. О том, как они свистят, это отдельная тема, ребята. Я до сих пор не привыкла. Они там сидят, что-то насвистывают, какие-то мелодии. Для меня это настолько дико. Люди, которые живут в странах СНГ, поймут, потому что у нас нельзя свистеть. Но у нас не будет денег, если мы будем свистеть. А здесь люди свистят. Это странно. Так что я была очень рада, мне очень понравился город. Во-первых, он мне понравился именно потому, что в следующих своих видео я покажу, что дома здесь все или оранжевого, или желтого, или красного цвета. Соответственно, настроение всегда такое приподнятое. Я могу рассказывать бесконечно, поэтому, ребята, если вы хотите увидеть мои следующие видео, жмите на колокольчик, подписывайтесь на меня здесь, а также в Инстаграме, ссылочку я оставлю внизу. И до встречи в новых видео!